Сегодня хочу поделиться с вами методом, как довести до понимания любую идею другому человеку. Возьмем ситуацию, что к вам приходит сотрудник на работу, вы даете ему изучить какие-то материалы по вашей продукции или правилах работы, и он усердно их читает, даже пересказывает вам то, что он там прочитал. Но впоследствии обнаруживается, что совершенно не помнит о прочитанном. Более того, у него остается еще и некоторые несогласия в отношении изученных материалов, особенно то, что касается выполнения работы. И после этого никакой надежды на конструктивное сотрудничество не остается. Что происходит в таких ситуациях? Как сделать так, чтобы человек с интересом воспринимал информацию и хотел ее использовать в дальнейшем? А главное, чтобы у него был интерес к сотрудничеству с вами, мы разберем в этом видео. Вы на канале Фамильон, я Култышев Сергей. Здесь я делюсь только проверенными и неизменно дающими хорошие результаты инструментами управления бизнесом и правилами комфортной жизни. Меня иногда упрекают в том, что я не начинаю свои ролики прямо с практической части, а некоторое время, как говорится, лью воду. И этим людям кажется, что вступительная часть совершенно не нужна и не интересна, что нужно сразу переходить к делу. И для некоторых людей такой подход, возможно, более рационален и комфортен. Однако я смогу уверенностью сказать, что большинство из таких людей поверхностно относятся к получению новой информации, да и к ее применению, и часто получают разочарование, и от этого начинают критиковать все и вся. Однако для большинства людей начинание с практики не позволяет вообще понять, о чем идет разговор. И это, можно сказать, нарушение и одного из основных правил обучения. Ведь к любому вопросу необходимо подходить постепенно, иначе это становится препятствием в освоении нового материала. Такой ошибочный подход вы можете легко увидеть в работе подавляющего количества продавцов. Когда вы заходите, например, в магазин, они сразу начинают предлагать вам продукцию и рассказывать о скидках и акциях, после чего у вас напрочь пропадает желание с ними разговаривать, потому что они как раз нарушили этот принцип. Я сегодня хочу вам рассказать об одном важном принципе, игнорирование которого не позволит вам заинтересовать людей вашей идеей, добиться ее понимания и желания использовать в своей практике. И первое, с чего всегда нужно начинать, это ознакомить людей с вашей идеей, дать ей теоретическую часть. В этой части необходимо рассказать людям, что она из себя представляет, для чего вообще она нужна, как это работает и какой можно получить результат, применяя эти данные. Также важно отметить, на какие законы или правила опирается ваша идея и почему она работоспособна. Если это часть какой-то технологии, то необходимо описать последовательность действий до получения нужного результата. Немаловажно обратить внимание на особенности и тонкости самой идеи, которые на первый взгляд могут показаться не очень важными, но на самом деле оказывают значительное влияние на получение конечного результата. Второе, что важно для усвоения и понимания, это привести различные примеры, которые помогут вам продемонстрировать действенность вашего метода. Этот шаг очень важен, так как он позволяет человеку увидеть со стороны, как это работает в реальной жизни. Главное, чтобы приводимые примеры были реальны для людей, чтобы они могли по-настоящему оценить идею в действии. Лучше будет, если вы продемонстрируете и положительные примеры, как ваша идея работает, и отрицательные, как не работают или работают хуже другие подходы. Третье, что вам необходимо предпринять, это заставить этого человека потрудиться самому и попробовать поприменять это данное. Придумайте какое-то упражнение или порядок действий и опишите, как их нужно выполнять и на что обратить внимание на каждом его шаге. Возможно, пусть сначала человек вспомнит случаи из своей жизни, как он мог это наблюдать в положительном и отрицательном плане, а потом переходите к практической части. Это крайне важно для того, чтобы поднять ценность и практичность вашего метода в его глазах, чтобы это стало окончательно реальным для него, чтобы он мог начать его применять и принял для себя как собственное полезное данное. После того, как человек закончит выполнять упражнение, необходимо, чтобы он осознал для себя, полезно это было для него или нет, и к каким выводам он пришел. Давайте рассмотрим это все на примере. Вы обучаете продавца, который уже имеет некоторый опыт работы, но у вас есть свои принципы, своя технология продаж, принятая в компании. И первый шаг – вы ему рассказываете следующие данные. Прежде чем предлагать человеку, который зашел в магазин, продукцию и рассказывать о скидках, нужно сначала представиться, как вас зовут и кем вы работаете в магазине.
Затем подождать, пока человек немного освоится, и поинтересоваться, зачем он к нам зашел, все ли ему нравится и какую хочет он решить для себя задачу. Но на прошлом месте работы его обучали тому, чтобы не спугнуть покупателя и заинтересовать его, нужно сразу сделать предложение, от которого ему будет как бы трудно отказаться, предложив ему сразу максимальную скидку. И вы объясняете новому сотруднику, почему ваш метод лучше работает, так как людей не любят, что на них сразу начинают давить предложениями, что им от этого некомфортно, и они стараются избежать разговора с продавцом. А если человек не хочет разговаривать, то и продать ему вряд ли что-нибудь удастся. Второй шаг. Чтобы продемонстрировать действенность вашей технологии, вы вместе с ним подходите к зашедшему в магазин человеку и делаете то, что вы ему рассказали. Если человек даже ничего не собирается покупать, то он начинает с вами разговаривать, интересоваться вашим магазином и даже берет рекламу с собой, чтобы не забыть то место, где ему понравилось отношение продавцов. Потом вы подходите к другому покупателю и просто навязчиво начинаете предлагать продукцию и говорить о скидках. И человек сразу говорит, что ему ничего не нужно, что он просто зашел посмотреть и старается быстренько выйти из вашего магазина. Третий шаг. Теперь вы просите вспомнить случай из его жизни, когда ему пытались навязать какой-то товар, и он вам об этом рассказывает, а потом спрашиваете его, как он себя при этом чувствовал. Он, конечно, вам ответит, что ему было некомфортно. Потом он пусть вспомнит случай из жизни, когда продавец искренне им интересовался, и что при этом произошло. Так он видит разницу в подходах. И теперь, чтобы закрепить его уверенность в том, что ваш подход работает, пусть он пойдет и применит те данные, о которых вы ему только что рассказывали, чтобы он сам убедился на своем реальном опыте, что это для него гораздо лучший выход, чем тот, которым он пользовался раньше. А после того, как он проверит это на практике, подобранно спросите его, насколько для него это было полезно, что он понял или осознал, пройдя через эти 3 шага и к каким выводам он пришел. Люди даже быстрее запомнят вас, если вы добьетесь от них применения этих данных, а не за то, что вы им рассказали что-то важное, так как если они это применят, то это становится реальным для них. К большому сожалению, в классическом образовании такой подход практически не применяется или применяется крайне редко. Представьте, как могли бы работать люди и в каком состоянии была бы наша экономика, если бы на каждом этапе обучения человек пользовался бы подобной технологией. Есть еще одно предупреждение, которое очень важно не упускать из виду, игнорирование которого может омрачить ваш процесс обучения. В каждой области деятельности есть ряд своих профессиональных терминов специфических, которые люди обычно могут вообще не понимать. Поэтому обязательно обращайте внимание на то, все ли слова понимают те люди, которых вы обучаете. Старайтесь вообще использовать простые и общепринятые термины в своей речи. А если вам необходимо применять специальные слова, потому что по-другому нельзя донести вашу идею, то обязательно дайте разъяснение, что они означают. Это очень действенный подход в обучении людей практически в любой области деятельности, как в образовании, так и просвещении людей, или когда вы хотите донести просто свою идею какому-то человеку. Проводите ли вы семинары, пишете ли вы полезные статьи, рассказываете ли что-то на YouTube в своих роликах. Он позволяет не только добиться того, чтобы человек изучил и понял нужный материал, но и научился его применять на практике. И что особенно важно, смог получать хорошие результаты от его применения. А еще я советую посмотреть вот это видео, где я рассказываю, как быстро обучить сотрудника работать. Там я даю более углубленный подход, который позволяет быстро и легко осваивать практически любую профессию или вид деятельности. И как обычно, не жалейте лайков, если это было полезно для вас, и подписывайтесь на мой канал. Всем больших успехов и больших достижений!